Здорово, мясоеды! Короче, продолжая тему стейков, вот такие вот два у меня сегодня куска. Они на сравнение, потому что один называется, не побоюсь этого слова, вагю, а другой это обычный рибай. Стесняюсь спросить, сколько же стоит вагю. А у меня есть съемочный прайс, сейчас эти... Да, это съемочный прайс, кстати, если что. Собственно, стейк вагю стоит 1839 рублей. И если производитель нам не врет, здесь всего 190 грамм. Ну, то есть получается, что если пересчитать на килограммы, то производитель нам предлагает 9500 за килограмм типа вагю. Вагю от Мираторг. Ну, пока не знаю, что это такое. И, соответственно, 800 там с копейками рублей от того же производителя рибай. Очень хочется посмотреть, в чем разница. Газовый гриль тащить мне лениво, поэтому буду готовить на стейкере. Прошлый опыт у меня на стейкере был, ну, в принципе, нормально. Мне сошло, все равно было сочно, все равно было ближе к медиум, пусть и там в medium well. Я дочитал все гайды, посмотрел все обзоры, понял, какое время ему надо. Так что попытка номер 2 затестить эту вундервафлю. А покуда у нас разогревается стейкер, сейчас мы быстренько подготовим наши кусочки. Кусочки мы посолим, обидим соки. Мы их даже поперчим. Вот. Я не знаю, перец обижает соки? Ну, напишите в комментарии, обижаются ли соки на перец, если поперчить. Я, кстати, запасся даже видосом Гордона нашего Рэмзи, который английским языком говорит, что стейк надо, перед тем, как его жарить, солить и перчить. Так, ну 15 минуточек у нас тут есть, чтобы бугагашеньку озвучить. Вот, кстати, смотрите, за счет вот этих вот раз и два вот здоровенных кусков жира, я думаю, что доля мраморности у этого рибая будет больше, чем вот весь этот мраморный пипец типа вагю. Ну что, разогрелась наша печь. Вот, у нее есть специальная умная палка, вынималка, которая вот так вот раз можно и вынуть поддон и запихать на него стейк, но поскольку у меня очень много всякой байды для гриля, запыхиваем. Так, ну на самой нижней полке мы его держали минутки, наверное, полторы. Вот. И на верхнюю полку я положил его секунд на 15. Дадим теперь рибаю отдохнуть. Что касаемо вагюшечки. Его я поставлю где-то посерединке. Я имею в виду вагюшечку вместе с панелькой. Вот. И по минутке с каждой стороны его зажарю. Люблю такое. Ну что, начнем типа с того, что должно быть слабее по вкусу. Это рибоец.
Второй кусочек даже не буду в соус макать. Ну, типа нормальный, вкусный, но, как всегда у Мираторга, сука, тонкий рибоец. Что насчет и вагю? Даже тоже не буду в соус макать. Ну, типа вкус мяса другой. Я не могу сказать, что это типа как-то сочнее. Кстати, даже не могу сказать, что это пипец нежнее. И легче жуется. Не. Это жирнее, да. Чуть кисловатый привкус. И в целом потянет с пивком. Платить за это ту денежку, которую хочет Мираторг за это? Не-а. Ну, или я, наверное, типа не ценитель вагю. Вот, но типа даже их вот этот вот обычный такой себе, ну, голименький рибай, на мой взгляд, тут вкусней. Вот, собственно говоря, если вас душила жаба возле прилавка Мираторга, вы не понимали, стоит ли платить за вагю или можно купить обычный какой-нибудь стейк, а еще лучше купить альтернативную диафрагму, который 1000 рублей стоит вот такой кусок. Ну, типа я ответил на ваш вопрос. Спасибо, пожалуйста, с вами был Михайлик, всем покеда.